Я обожаю усилители, ресиверы, проигрыватели, наушники марки Denon. И сегодня я полностью протестировал Denon PMA 900 HNE. Это новейший стриминговый усилитель. И, как мне кажется, этот 900-й Denon — это, в принципе, эволюция, следующая ступень эволюции старинного интегрального усилка Denon PMA 720. Итак, внутри у этого Denon с правой стороны появился огромный блок, который отвечает за цифровую часть этого усилителя. В этом цифровом экранированном блоке, который спрятался под крышкой, находится цифрово-аналоговый преобразователь, находится фонокорректор MC-MM, находится вся начинка Хеоса и прочие цифровые штуковины. По центру усилителя внутри находится усилитель мощности с двумя мощными конденсаторами для того, чтобы усилителю было достаточно энергии и для фильтрации сигнала. И с левой стороны на специальном постаменте стоит Ш-образный трансформатор, который питает всю эту систему электричеством. Особого внимания заслуживает усилитель мощности, который используется в 900-м Denon. В принципе, большинство предыдущих Денонов славилось своим, довольно-таки мягким, таким рыхлым басом. И многим этот бас нравится и нравился. Например, я также долгое время был приверженцем вот этого рыхлого, протяжного, пушистого деноновского баса. Но в этом усилителе Denon применила новую технологию, и здесь установили, зачитываю, Advanced HC Single Push Pull Circuit. То есть в чем его фишка? Когда усилитель усиляет звук, ему очень тяжело воспроизвести низкие частоты, потому что они требуют много энергии, и очень тяжело воспроизвести средние и высокие частоты, потому что они требуют очень много точности. То есть, если мы сравним работу усилителя звука с работой человека, то представь, в левую руку тебе надо взять 16-килограммовую гирю и делать упражнения. Это получается аналог с воспроизведением низких частот у усилителя. А в правую руку тебе нужно взять тончайший инструмент и ремонтировать часы. То есть здесь тебе нужна точность, филигранность и невероятная сконцентрированность. Примерно так же работает усилитель. То есть бас он качает левой рукой, и для этого ему нужна очень большая энергия. А верх он качает, работает с верхом и серединой правой рукой, где необходима очень высокая точность. И делать обе эти вещи одновременно невероятно сложно. И в 900-м Denon компания Denon применила новые технологии, поставив сюда высокоскоростные транзисторы Darlington и применив новую схему работы. То есть басы здесь должны быть быстрые, мощные, качественные, и в то же время верх должен быть чрезвычайно четкий, отчетливый и аудиофилический, я бы так сказал. Посмотрим, как это повлияло на качество звука тогда, когда я буду рассказывать про звук 900-го Denon. Интересно, что по внешнему виду этот Denon очень-очень напоминает мои Denon, которые я раньше слушал. У меня был 520, я слушал Denon PMA 720, я слушал Denon PMA 1500, 1500R2, 1500 AE. И этот 900-й Denon их очень-очень напоминает. Во-первых, у них очень схожая передняя панель, алюминиевая, толстая и фрезерованная, и когда проводишь по ней рукой, создается такая вибрация, такой скрип. И когда я вожу по ней рукой, владелец салона Avex, в котором я сейчас нахожусь, делает мне: ай-яй-яй, оставляю же тут следы.
Короче, как и у всех Денонов, по центру огромная ручка для регулировки громкости. Офигенная штука, крутится плавно, невероятно классно. Интересно, что по сравнению со всеми предыдущими моделями Denon здесь появилось окошко, дисплейчик с неяркими синими циферками, буковками. И здесь отображается, во-первых, уровень громкости, если ты его меняешь. Неважно, с чего ты его меняешь, с крутилкой, либо с телефона, либо с пультом. Здесь ты увидишь изменение информации. Ну и, конечно же, если ты переключаешь входы, то на дисплейчике отображается, какой вход ты сейчас выбрал. С левой части усилка находится темброблок. Здесь ты можешь регулировать басы, можешь регулировать высокие частоты, можешь крутить баланс. Ты можешь включить режим Source Direct для того, чтобы полностью отключить темброблок и получить максимально чистый звук в обход темброблока. Здесь также кнопочка для переключения динамиков, то есть ты можешь включить пару динамиков А, пару динамиков Б. Можешь включить их вместе, либо выключить вообще. Ну и что тут еще есть? Ага. Здесь вот эта маленькая кнопочка – это переключатель режима фонокорректора MMMC. В отличие от многих других моделей, в Denon PMA 900 HNE два режима работы фонокорректора MM и MC. И с передней панели ты можешь этот режим переключать. Также здесь есть вход для наушников. И я затестил, как звучит этот Denon со своими магнитопланарными наушниками, которые я всегда использую именно для таких случаев. Итак, дружище, внешний вид этого Denon чертовски привлекательный. Извини, я не буду все время повторять название его модели Denon PMA 900 HNE. Опять-таки, эта буквенная аббревиатура настолько запутанная, что для того, чтобы повторять ее, мне пришлось тренироваться и тренироваться. Я буду просто говорить Denon. На задней панели находится аж целых 4 аналоговых входа, то есть ты можешь подключить сюда проигрыватель винила, что очень актуально в наше время. Все хотят винила, и поэтому можешь подключить винил и выбирать режим фонокорректора MM или MC. 3 аналоговых входа, и дальше следует цифровая часть. Во-первых, 3 оптических входа для подключения телевизора, CD, транспорта, любого другого источника. И интересно, что цифровой оптический вход, который отмечен как вход TV, работает в автоматическом режиме. То есть, если ты задумаешь использовать 900-й Denon как усилитель для телевизора, то, включив телевизор, усилитель автоматически распознает, что ты включил телевизор, включится и начнет воспроизведение. Это фишка. Но в таком режиме работает только один оптический вход, который отмечен как TV. Также здесь есть один коаксиальный вход. Для входа там опять-таки цифровых источников. Если тебе нет возможности подключить по оптике, подключай по аксиалу. Также здесь есть возможность подключить его к сетке с помощью VLAN штекера. И самый основной, на мой взгляд, вид подключения – это, конечно же, вот эта антенка. Это антенка Wi-Fi для того, чтобы аппарат можно было подключить к твоей сети без проводов. Также из аналогового я хотел бы отметить, что у аппарата есть линейный выход, и у аппарата есть выход для сабвуфера. То есть, если баса тебе мало, подключаешь сабвуфер и наслаждаешься жирным, большим, мощным, полноценным, полновесным басом. Также на задней панели 2 пары штекеров для подключения акустических систем. То есть ты можешь подключить либо 2 пары колонок, либо одну пару колонок подключить с помощью бивайринга, то есть с помощью разных пар проводов. И также на задней панели из цифровой коммуникации есть вход для подключения жесткого диска. Я подключил сюда свой жесткий диск с помощью штекера USB-A, кстати, на 2 терабайта. И что у меня получилось, я расскажу тебе немножечко попозже, когда до этого дойдет время. И еще один способ для подключения – это Bluetooth,
также цифровой способ. Но, кстати, по поводу Bluetooth скажу тебе сразу. Я протестировал все способы получения звука из этого усилителя, и Bluetooth я забраковал. Во-первых, Bluetooth приемник 900-го Denon не поддерживает кодек aptX, либо aptX ID, HD, либо LDAC, японский кодек. То есть здесь просто обычный простой Bluetooth кодек. И когда ты переключаешься с использования аппликации HEOS на использование Bluetooth, то лично для меня разница просто драматически слышная. И пользоваться здесь Bluetooth я рекомендую только в каких-то там опциональных ознакомительных целях. То есть ты захотел послушать аудиокнижку, и тебе удобнее пустить ее по Bluetooth. Окей, голосовой сигнал, все нормально. Но для того, чтобы получить с 900-го Denon максимальное качество звука, либо жесткий диск, либо стрим с помощью стриминговых сервисов, либо качественный внешний источник. Тут уже выбирай сам. Итак, что касается цифровой части. Цифроаналоговый преобразователь поддерживает дешифровку сигнала до 24/192, то есть это high-res формат. Аппарат читает файлы FLAC, аппарат читает DSD, аппарат читает WAV, MP3 и другие файлы. Интересно, что при подключении жесткого диска, я подключил свой жесткий диск на 2 терабайта, 900-й Denon увидел его не сразу, то есть его пришлось воткнуть, вытянуть из гнезда пару раз, и тогда он, в принципе, целиком его прочитал. Но если ты держишь свою коллекцию файлов и пользуешься для разбивки файлов на треке файлом CUI, то 900-й Denon файл CUI не читает. То есть весь музыкальный альбом он видит одним куском. Когда ты делаешь это на компьютере, слушаешь музыку жесткого диска на компьютере, то компьютер файл CUI понимает и разбивает весь альбом на треки. 900-й Denon этого не делает и воспроизводит файл одним куском. В принципе, все, что было у меня на диске, и DSD-файлы, и WAV, и FLAC, и MP3-шки аппарат прочитал, и прочитал довольно качественно. В принципе, навигация через HEOS с помощью телефона либо планшета, и там ты можешь выбрать, ты ориентируешься либо по альбомам, либо по файлам, либо по исполнителям, либо по папкам. Выбирай на свой вкус, как тебе удобно. Что касается использования HEOS для Tidal, я использовал Tidal через HEOS. И, как обычно, HEOS не очень удобен для Tidal, но, в принципе, после нескольких попыток потыркался туда-сюда, я понял, как он работает, и проблем у меня, в принципе, никаких не возникло. Tidal работает быстренько, но немножко не так, как в оригинальной аппликации Tidal. Что касается стриминговых сервисов, которые поддерживают 900-й Denon, это Tidal, это Spotify, это Deezer, это Tidal In, интернет-радио. В общем, там целая куча всего. Пожалуйста, просмотри по ссылке в описании. Мощность 900-го Denon составляет 2 по 50 Вт при 8 Омах. Интересно, что при 4 Омах он уже выдает 2 по 85 Ваттов. И по утверждению Denon, этот усилитель легко работает с акустикой, сопротивление которой составляет 4 Ома. Сегодня я безжалостно гонял 900-й Denon с напольной акустикой трехполосной Focal, которая как бы считается не совсем подходящей для этого усилителя, потому что она совсем не легкая, она большая и она трехполосная. И знаешь, что интересно? Я совершенно не заметил, что этому Denon было трудно. У меня создалось такое впечатление, что 900-й Denon с легкостью прокачал эти большие полочники и показал мне все, что я хотел на самом деле от него получить. Что ж, не буду долго тянуть резину. Что же у нас по звуку? Итак, дружище, размашистый, разухабистый, рыхлый, протяжный деноновский бас все ушел куда-то в прошлое. У этого Denon бас быстрый, четкий, великолепно слышный. То есть, когда ты слушаешь
музыку, ты четко слышишь, как работает барабан, ты четко слышишь, как работает басовая секция, ты четко слышишь голосовой диапазон, и ты слышишь фантастические металлические тарелочки. Вот просто такой четкой, отчетливой металлистости, я бы так сказал, вообще очень тяжело услышать каких-либо усилителей именно этого ценового сегмента. Но здесь тарелочки – это вот настоящий металл, который ты слышишь, и который ты не только слышишь, но и даже ощущаешь. И этот металл, он разлетается по помещению такими брызгами послезвучий, такими искрами, что создается реальное вовлечение в прослушивание музыкальных композиций. Голосовой диапазон этого Denon немножечко рисковат. Не то чтобы рисковать настолько, что это вызывает дискомфорт, нет. Немножко рисковат верхний среднечастотный диапазон, но это совершенно не вызывает никакого дискомфорта. То есть ты слышишь ясный, четкий, отчетливый голос, звонкий металлический верх, быстрый панчевый бас, дружище. Это реально классный звук, который меня сегодня поразил. Хотелось бы сказать, что этот аппарат какой-нибудь жанровый, но на самом деле я не могу сказать, что какой-то жанр он играет хуже, а какой-то жанр он играет лучше. Я гонял сегодня рок, я гонял сегодня металл, я гонял сегодня хип-хоп, я слушал джаз, я слушал электронную музыку, я слушал попсу. И все перечисленные жанры он отыграл шикарно. Единственная претензия, он хреново играет хреновые записи. То есть, если ты включишь какую-нибудь запись из далеких 70-х, 80-х, которая сама по себе записана плохо, то 900-й Denon ее и воспроизведет плохо, потому что она сама по себе плохая. Но, дружище, этот аппарат реально меня поразил. И вот этот маленький аккуратненький дисплейчик, он офигенно классно смотрится на этой цельно фрезерованной алюминиевой панели. Еще несколько слов хочу сказать о пространственном воспроизведении. То есть я рассказал о тембральном балансе, как звучит 900-й Denon с большой акустикой. И теперь хочу добавить несколько слов о том, как я слышу пространство. Глубина сцены примерно 1,5-2, на некоторых композициях 2,5 метра. А когда я слушал DSD исходники, то, в принципе, сцена очень существенно расступается. Я бы сказал, что она даже раскрывается, расступается в бесконечность. Ты совершенно четко слышишь позиционирование музыкантов справа, слева от вокалистов. В некоторых случаях ты можешь услышать эшелонирование сцены на глубину, но это эшелонирование не ярко выражено, то есть ты не можешь слышать, ты не можешь, слушая музыку, видеть, что музыканты находятся на разном расстоянии друг от друга. Да, слышно, что слева играет рояль, да, слышно, что справа играет гитарист, да, слышно, что вокалист по центру и барабанщик находится на заднем плане, но, в принципе, вот такого вот прямо вот расстояния, пространства между музыкантами не ощущается. То есть образы музыкантов, они довольно-таки такие естественные, как это и должно быть. Потому что противоестественные образы музыканта – это когда ты, прослушивая музыку, видишь, как они вырезаны лазером. И тогда вот это жужжание по ушам, оно просто убивает в тебе всякое желание слушать музыку длительно. Но этот Denon рисует мягкие, плавные образы музыкантов, ты слышишь левее, правее, и легкое эшелонирование в глубину без четкого расстояния. Но все-таки мы говорим сейчас не о хай-эндной технике, а о технике, скажем так, среднего уровня, которая звучит гораздо лучше, чем средний уровень. Как я и обещал, я расскажу тебе, как 900-й Denon играет с наушниками. Наушники я использовал свои магнитопланары Hi-Fi Man HE4 2XA Drop Edition. Подключается с помощью штекера 6,3. Интересно, что когда ты включаешь наушники в гнездо для наушников на передней панели, то динамики не отключаются автоматически. Динамики тебе необходимо отключить вручную с помощью кнопочки Speakers на передней панели.
и с помощью перебора добраться до того момента, когда они будут отключены. И тогда ты можешь насладиться звуком в наушниках. Не могу сказать, что звучание наушников меня здесь чем-то поразило. Оно хорошее, качественное. Музыку слышно от самого низа до самого верха, четко, ясно, ровно, мощно. Слышно, как музыканты позиционируются в пространстве, кто-то левее, кто-то правее. Но, в принципе, сказать, что этот усилитель какой-то для наушников хай-эндный, нет. Просто хороший, качественный усилитель для хороших наушников, в принципе, ценой до 150 до 200 евро. Подключать сюда что-либо более дорогое не имеет никакого смысла. Кстати, в Риге мне удалось, как обычно, найти всего лишь одно место, где можно послушать 900-й Denon. Это салон Avex на улице Катла Кална 9А, вход F. Ну что ж, дружище, я рассказал тебе про 900-й Denon, все, что я знал. Хочу сказать тебе, что канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества картинки, для улучшения качества звука, для улучшения качества света мне необходимо постоянно обновлять оборудование. Под видео ты можешь найти кнопочку «Спасибо», и все спасибо, все донаты прямиком отправляются на закупку нового оборудования, на обновление уже того, что есть. На этом все. Спасибо. До новых встреч.